Yoklar mı burada? Kaya. Demir'in karısı Zerrin. Bak o onu boşamaz. Ailemizin başına bela oldu. Başkasının karısına göz dikerse olacağı bu. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. В этом эпизоде события перестанут быть просто похищением, аварией или погоней, они превратятся в переломный момент, когда каждый столкнется с тьмой, страхом и желанием внутри себя. Родовые муки Зерин наполнят время совершенно иным смыслом для каждого, и каждая секунда будет полна необратимых последствий. Кая за рулем будет следить не только за дорогой, но и за дрожанием век Зерин, синяками на ее губах и за тем, задыхается ли она. Это напряженное состояние внимания замедлит Кая не физически, а морально. Наблюдая за этой сценой, Демир почувствует, как ускользает его собственная жизнь. Выбор Зерин в пользу Каи станет для Демира не потерей женщины, а разрушением его личности. Поэтому мысли Демира начнут блуждать в сторону мести, мысли, которая поначалу будет расплывчатой, но с каждой секундой будет становиться все яснее. Для Демира Кая перестанет быть просто соперником, а станет угрозой самому его существованию, и Демир не почувствует себя в безопасности, пока эта угроза не будет устранена. Когда начнется погоня, это будет столкновение не двух машин, а двух мировоззрений. Кая будет ускоряться не для побега, а чтобы спасти жизни. Демир будет ускоряться не для того, чтобы догнать, а чтобы наказать. Эта разница будет усиливаться с каждым поворотом, и по мере того, как дорога темнеет, будет закладываться почва для катастрофы. Внезапный обморок Зерин заблокирует разум Каи, и в этот момент руль, тормоза, рефлексы, все на мгновение перестанет работать. Авария станет не концом, а порогом. Демир не погибнет в аварии, но будет духовно опустошен. После этой аварии Демир пересечет точку невозврата. Оставить Каю там будет не преступлением, а очищением. Исчезновение Каи будет означать восстановление порядка для Демира. Увести Зерин будет не похищением, а возвращением в его сознании. Демир будет считать, что, скрывая Зерин, он одновременно защищает и наказывает ее. Изолируя Зерин, он сузит ее мир и попытается сделать свое собственное существование единственной реальностью. Появление Джихана и Алии на месте событий будет подобно свету, проникающему в эту тьму, но этот свет не осветит все, он лишь сделает тени более отчетливыми. Когда Алия увидит Каю в таком состоянии, она не только испугается, но и придет в ярость. Эта ярость сделает Али более решительной, жесткой и храброй. Джихан же, с другой стороны, будет разрываться между двумя жизнями. С одной стороны, Кая будет лежать на земле, а с другой – пропавшая Зерин, и Джихан будет чувствовать, что каждый выбор означает потерю. Косвенные послания барана сломят сопротивление Джихана. Джихан перестанет быть просто защитником и станет фигурой, способной атаковать. Для барана это будет игра, для Джихана – война. Джихан и Аля, идущие бок о бок, в одном направлении и принимающие одинаковые решения, будут казаться сильным единством со стороны, но это единство привлечет к ним больше мишеней. Наблюдая за этой сценой, баран будет все больше изолироваться, а чем больше он изолирован, тем опаснее он становится. Госпожа Садакат будет казаться зажатой между двух огней, но на самом деле каждый ее шаг будет лишь подливать масло в огонь. Пытаясь управлять всеми, она никого по-настоящему не поймет. По мере того, как Зерин будет все больше изолироваться, ее стойкость будет расти. Ее ребенок станет опорой, а не обузой. Давление Демира не сломит Зерин, оно закалит ее изнутри. Когда Кая проснется, он не успокоится ни на минуту. Его будут волновать не раны, а потеря. Поиски Зерина станут для Каи не просто задачей, а образом жизни. Раскрытие роли Ипек сделает все еще более болезненным. Когда Ипек поймет, как информация, которую она передала в момент страха, запустила цепную реакцию, ей придется столкнуться с самой собой, но это противостояние никого не спасет. В этом эпизоде никто не останется прежним. Все станут немного сильнее, немного замкнутее, немного мрачнее или немного смелее.
История больше не будет вращаться вокруг того, кто прав, а вокруг того, кто кем стал. Все, что произойдет с этого момента, будет определять не судьбы персонажей, а их личности. На этом мы подошли к концу еще одного анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.